Самый популярный в России интервьюер и один из самых известных журналистов – это Юрий Дудь. В последние годы особенно обсуждаются разговоры Юрия с людьми из противоположного политического лагеря. С Оскаром Кучерой, Артемием Лебедевым, супругами Цыгановыми. Недавно событием стала беседа с Давидом Нуриевым, известным как рэпер Птаха. Что осталось от населенных пунктов на Донбассе сейчас? Те, которые мы захватили. Слушай, вот местные из Донбасса очень рады, что их забирают. Очень рады? Да, очень рады, что их забирают. У Нуриева в разговоре с Дудем не единожды звучит аргумент, который присутствует в речах многих провоенных спикеров. Звучит он так: «Я был на Донбассе и разговаривал там с людьми». Аргумент этот звучит весомо, спорить с ним нелегко, и сегодня мне хотелось бы его обсудить. Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете способы, как можно обойти блокировки в России, включая подборку VPN-сервисов и видеомессенджеров. Спонсирует нашу инструкцию VPN Liberty. Кстати, он сейчас предлагает 30 дней бесплатного пользования. Попробуйте. В общественных науках существует два метода исследования – количественные и качественные. Чтобы провести количественные исследования, Птахе пришлось бы найти на Донбассе репрезентативную выборку хотя бы в 1000 человек, опросить каждого и посчитать результаты. Сейчас это не под силу сделать даже самой продвинутой социологической службе. Однако Птаха вполне мог самостоятельно провести качественные исследования. Поговорить, допустим, с 20 местными жителями. Подробно, по душам, с погружением в их жизнь. Такие наблюдения тоже ценны, потому что позволяют понять мотивации отдельных людей. В российском инфополе количественный анализ постоянно подменяется качественным. Когда российская армия после долгих боев взяла таки Угледар, в полностью уничтоженном донбасском городе из 14 тысяч человек осталось 116, менее процента. Остальные или погибли, или уехали. Оставшиеся никак не могут быть репрезентативной выборкой, но могут рассказать о мотивах, почему они рискнули жизнью и не эвакуировались. И вот, среди таких горожан иногда встречаются по-настоящему мотивированные люди, которые целенаправленно дожидались российских войск. Потому что верили, придет богатая Россия, отстроит город лучше прежнего, восстановит шахты и предприятия, и в конечном итоге уровень жизни вырастет как никогда прежде. Кстати, Угледар действительно обещают восстановить в 28-30 годах на деньги Ямало-Ненецкого автономного округа. Правда, непонятно, кто там будет жить и где сможет работать. Для сегодняшнего разговора важно понимать и другой аспект. Что в стертых с лица земли городах, что в более-менее уцелевших населенных пунктах. И там местные жители вряд ли представят рэперу Птахе из России ту точку зрения, которая ему не понравится. Ведь это смертельно опасно. Не так давно мы разбирали интервью вернувшегося с войны координатора Московской ассоциации ветеранов СВО Алексея Кузенкова. Он в красках рассказал, что произошло, когда российские военные заподозрили в нелояльности жителей города Сватово Луганской области. Я потом как-нибудь расскажу, как наши бойцы, это эпизод, кстати, очень известный, когда в Сватово российские бойцы взорвали продуктовый магазин гранатой F1. Зачем? Потому что там ждуны. Ну ладно. Потом расскажу. Да, наши, не по пьяни, а осознанно. Есть и другой показательный случай. Z-блогер Кирилл Федоров с коллегой обсудили в прямом эфире, как Бердянск очищается от украинской грязи, цитата. Причем это еще я и смягчил эту цитату. В частности, военблогеры рассказали следующее. Заранее проясню перед видео. ВКР — это военная контрразведка. Я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах, сейчас помню, первые это самое. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладайте вашу картку. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? Девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю, еще раз, что ты со мной на украинском? Я так хочу. Ну, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста отправили туда до ВКР. Подвал, поехали отдыхать. Поехали отдыхать на подвале. Жуткая история. Добавим к ней фильтрации, показательные выдворения мирных людей из городов пешком в сторону линии фронта. Добавим полную зависимость жителей от оккупационных властей. И поймем, что у Птахи крайне мало шансов встретить местного жителя, который станет смело и откровенно ломать московскому рэперу комфортную картину мира. Хотя людям, которые едут на Донбасс,
Не с заранее сформулированной позицией, а с готовностью услышать неприятные вещи, им люди рассказывают всякое. Будь то Александр Штефанов или военблогер вроде Максима Калашникова, который вполне себе зет-милитарист, но хотя бы не окуклился в своих взглядах и готов выйти из зоны комфорта. Такое впечатление, да, вот люди здесь говорят, вы нас освободили, некоторые, я слышал тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов, от наших зарплат, от нашей жизни. Вот этого допускать нельзя. Мы должны прийти как освободители, а не как разрушители. Мы не должны создавать образ России, большой великой России, русского мира, который был бы столь отталкивающий. Вот, знаете, вот сейчас у меня более или менее улеглись эмоции, и я сейчас излагаю то, что слышал. Однако провоенных деятелей вроде Калашникова довольно мало. Другое дело человек, который поехал на Донбасс заведомо с целью подкрепить свои взгляды. Там он это подкрепление найдет даже среди выжженных руин на месте русскоязычных городов. На нашем канале есть уже 20 выпусков про города востока Украины, в первую очередь Донбасса. Как жили такие города до войны, во что превратились сейчас. Мы в них не бывали, но читали местную прессу, смотрели местные телеканалы, заходили на сайты школ, больниц, городских администраций, отматывали до 2021 года разные страницы в соцсетях и смотрели. Возможно, таким методом мы узнали про эти населенные пункты даже больше, чем если бы съездили и посмотрели бы на руины и поговорили бы с теми немногими, кто по каким-то причинам не уехал. Так германист, не покидавший рабочего кабинета в Москве, может знать про Берлин в 100 раз больше, чем турист, который там физически побывал и с кем-то пообщался. У наблюдений туриста, безусловно, есть своя ценность, но у них весьма узкая сфера применения. Тем не менее, аргумент «я там был и говорил с людьми» интуитивно воспринимается как сильный. Спорить с ним тяжело. Поэтому к похожему приему изредка прибегаю и я. Этот канал смотрит немало людей из Донбасса. Они пишут комментарии, которые я иногда читаю. И вот давайте вместе сегодня прочитаем несколько комментариев. Сначала небольшая реклама коммерческая, посмотрите, пожалуйста. В 19-й пакет санкций от Евросоюза, к счастью, не вошел запрет на выдачу россиянам шенгенских туристических виз. Запрет этот обсуждался еще в сентябре. Но хотя подобные правила не ввели, статистика показывает, Европа как закрылась для россиян с наступлением пандемии, так и остается примерно на том же уровне. Часть стран перестала выдавать визы самостоятельно, например, Финляндия, которая раньше лидировала по числу выданных шенгенов. Другие просто ужесточили требования, например, Германия. Она теперь требует выписку из зарубежного банка, чьи карты работают на территории ЕС. Получить эту выписку, впрочем, несложно. Открыть подходящий счет в зарубежном банке вам поможет компания Феноменал. С их помощью вы быстро, легально и дистанционно получите карту, подходящую для любых путешествий. Сможете пополнять ее переводами с российских счетов и пользоваться ею для покупок и бронирования отелей за границей. Принимать оплату из-за рубежа и отправлять деньги по всему миру. Цены у Феноменал вполне лояльные, причем оплатить можно уже после изготовления карты, которую доставят прямо к вашей двери в любую точку мира. Феноменал также оформляет карты крупного банка Казахстана с бесплатным обслуживанием и работающими Apple Pay и Google Pay. Мультивалютная карта открывается за один день. Для открытия гражданину России понадобится действующий загранпаспорт. А если назовете менеджеру Феноменал промокод КАЦ, то сможете оформить такую карту со скидкой за 19 990 рублей вместо почти 30 тысяч. Скидка эта действует только до конца дня, так что поспешите. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет нашему каналу оставаться независимым и говорить, что мы хотим. Так вот, продолжим. Посмотрим, что пишут в комментариях к моим роликам жители Донбасса. Пишут русскоговорящие люди, которые из-за непрошенного освобождения потеряли все и стали беженцами. Многие до 22 года были настроены к России благожелательно, были рады соседству, ездили в нашу страну, принимали у себя в гостях родственников из России. Ведь автобусы через границу ходили по расписанию и часто, туда и обратно, вплоть до последних дней. А теперь миллионы беженцев с Донбасса вынуждены снимать жилье в Днепре, во Львове или даже в Варшаве и заново собирать свою жизнь. Я российский политик и никогда не предполагал, что мне придется на протяжении 4 лет постоянно говорить о жителях региона на востоке соседней страны.
Но в России возникло много публичных спикеров, которые почему-то взяли за правило вещать от лица донбассцев, игнорируя при этом 99% из них. Поэтому я сейчас прочитаю несколько комментариев под нашими роликами. Тоже своего рода качественное исследование. Первый комментарий написала сотрудница Центральной библиотеки Бахмута Нина Алексеевна Захарова. У нее свой канал на Ютубе. Впервые она загрузила ролик в мае 2020 года. Там она на русском языке читала воспоминания о Великой Отечественной, которые собрали работники библиотеки. Затем она выкладывала видео с улиц города с местными утками и лебедями. В 2022 году стала публиковать записи обстрелов Бахмута, а в этом году написала следующее. «Я никогда не забуду звука падающей бомбы и падающего с 9 этажей стекла. Это страшно. Мой муж афганец, 21 год стоял в очереди на жилье, и наконец чудо произошло. Мы получили квартиру. Но нам пришлось выехать, как и большинству жителей, из-за массированных бомбежек и обстрелов. А в марте 23 года наш дом был полностью разрушен. Это 116 квадратных метров, между прочим. Так я на старости лет осталась совершенно свободной, в кавычках. Без жилья, без работы, без всех дорогих сердцу вещей, фотографий, семейных ценностей, без своей одежды, мебели, посуды, сохранившихся еще с детства игрушек, без всего. Пришлось бросить машину, которая пострадала после второй бомбежки, велосипед, всю бытовую технику. А сколько пропало книг, у меня была хорошая личная библиотека, практически вся на русском языке. Мои родители были участниками Великой Отечественной, а я теперь даже на их могилы попасть не могу. Мне сегодня тошно. Приснился родной город, еще целый. Центральная площадь, цветущие сакуры, которые мы высаживали в 2017-м. И я понимаю, что их уже нет. Я никогда не вернусь домой. Так кого и от кого освободили? В этом же комментарии Нина Захарова упомянула, что в Бахмуте после 2014 года в госучреждениях и супермаркетах стали требовать знания украинского языка. Для некоторых это почему-то аргумент в пользу начала войны. Мол, надо было пойти в соседнюю страну защищать русский язык. Но каков результат, даже если в этой логике? В Бахмуте жили 70 тысяч русскоговорящих людей, а теперь их там 0. И некому там сказать спасибо за освобождение города, ни на каком языке. Между тем, жители некогда 60-тысячного Покровска писали мне в комментариях, что у них в принципе игнорировали указания из столицы продвигать государственный украинский язык. Я из Покровска. Покровск вообще абсолютно русскоязычный город. Даже в городе на прилавках, в магазинах, а порой даже и в супермаркетах сотрудники говорили по-русски. А до 2022 были, у меня по крайней мере, государственные школы на русском. Люди говорили по-русски вплоть до 2024 года. Я выехал тогда. В Покровске говорили 99% все по-русски, если не все 100%. А что сделал Путин? Разрушил этот город. Все уехали. И, вероятно, уже не хотят даже считать русский родным языком. Удивительно, но с автором комментария спорят какие-то зрители из нашей страны. Мол, не мог ты в украинской школе учиться на русском языке? Нам-то из России виднее. Однако среди откликов был там и такой. Я тоже из Покровска. Подтверждаю все вышесказанное тобой. Я сам родился в Покровске. Тогда он Красноармейском назывался. Всю жизнь там прожил, а мне 43 года. Тоже покинули город, который россияне уничтожили. Один из комментариев оставил бывший житель Попасной, Богдан, у которого блог в Инстаграме о жизни во Вьетнаме сейчас. Жил в Попасной в районе ВРЗ, улица Ленина, дом 161. С 11 до 18 лет, до 2010 года. В одном из домов, которые разрушены и сожжены, и показаны в видео, остались альбомы моих детских фотографий, мой компьютер, куча одежды, вещей и всякой всячины, которой я мечтал бы прикоснуться сейчас. А еще в 5 километрах от Попасной осталась могила моей бабушки, похороненная рядом со своей мамой. Да уж, нацисты и бендеровцы, получается, не трогали мои вещи, мой дом, могилу моих предков, а пришли земляки-освободители и все освободили. Спасибо, дорогие, услужили. С похожим настроением написал комментарий пользователь с никнеймом Сатори Боус. Это название известной в Украине мастерской по производству луков, а автор лично эти луки мастерит. Я из Попасной. Учился в 25-й школе, район ВРЗ. Теперь моего дома нет.
потому что пришли освободители, братья в кавычках, то и то. Не знаю, это какой-то массовый гипноз или психоз, разрушать русскоязычные города Донбасса, называть это освобождением и гордиться этим. А вот отклик на наш ролик про разрушенный город Курахово. Спасибо вам большое за этот ролик, пишет. Я из Курахова. На одной из фотографий в видео увидела себя. Смотрю сейчас, и так грустно, как будто все это было в прошлой жизни. Наш город развивался до самого конца. Парки, фонтаны, скейт-парк. В 2021 году в нашу школу завезли новые глобусы, карты, мультимедийные доски. Все было замечательно, мы были счастливы. А сейчас только слезы на глазах. Освободили нас лишь от мирной жизни. Следом пишет Ольга Киричик. По специальности она преподаватель компьютерных дисциплин. Смотрю и плачу. Курахово – мой родной город. Я там родилась, жила, была счастлива. Это был очень красивый, уютный, комфортный город. В последние несколько лет перед войной город просто расцвел. Реконструкция домов, улиц, парка. Аллеи роз, скверы с фонтанами, идеальные дороги и тротуары. После путешествий всегда с удовольствием возвращалась домой со словами «Курахово – лучший город на земле». Весной 22-го мы эвакуировались в центральную Украину и больше домой не вернемся. Нет нашего дома, и города нашего тоже нет. В Курахово был ни много ни мало офис ООН, который сотрудничал с украинской энергетической компанией ДТЭК, управляющей Кураховской теплоэлектростанцией. В координации они реализовали множество проектов. Там даже открыли всесезонный открытый бассейн с подогревом. Я рассказывал об этом в выпуске про Курахово, и вот откликнулся ООНовский сотрудник Денис Давыдов. Работал в 2021 году в Курахово в ООН. Мы финансировали ремонт крыши в Доме культуры, Центр молодежи, давали гранты на бизнес для предпринимателей и тренинги для молодежи. Финансировала Япония. Россия от всего освободила. Очень печально и грустно. Кстати, про упомянутый мною бассейн пишет школьник с ником Картофанчик. Жил 3 года назад в Курахово. Провел там почти все годы нынешней жизни. Плавал в открытом бассейне. Я там и научился плавать. Сидел у нового красивого фонтана. Учился в своей школе с немногочисленными друзьями. Дедушка мой всю жизнь проработал водителем на Кураховской ТЭС. Больше меня там нет. А сейчас мне 14. В завершении вот комментарий не из Украины, а из России. Я помню, нас повели на экскурсию в поезд Победы. Там в одном вагоне с трофеями была табличка Курахова, чей-то украинский паспорт, учебник истории Украины на украинском, книга про украинский нацизм, почему-то на русском. Я, кроме какого-то странного стыда, ничего больше не почувствовал. Мне кажется, я знаю, о какой именно табличке идет речь. Вот об этой. Добрый вечер. Вот, если кому-то плохо видно, Донецкая область, Украина, Покровский район, Кураховская міська-рада. Был там вчера, сегодня как раз к фильму привез. Я здесь часто же показывал из освобожденного Мариуполя, Курахова, из Нью-Йорка. Отовсюду привозим как напоминание. Есть у нынешнего официоза какая-то страсть к табличкам из уничтоженных городов. Мы недавно говорили о трофейной табличке сожженной больницы в Попасной. А тут, оказывается, трофей из Курахова возят аж на целом поезде Победы. Сегодня я привел частные истории, рассказанные конкретными людьми. У большинства давно зарегистрированные профили на Ютубе, есть страницы в других соцсетях. Многие сами выкладывали какие-то видео. Это живые люди со своими личными трагедиями. Конечно, их комментарии тоже не дают репрезентативной выборки. Но я сейчас считаю важным, чтобы и эти голоса были в России услышаны. До завтра.